Добрый день! Сегодня у нас с вами уже третий урок, и наступило время познакомиться с программой Cross Stitch Pro, в которой мы будем создавать схему для вышивки. В частности, рассмотрим ее основные функции и возможности. Урок объемный, скорее всего, разделю его на несколько частей, но вся информация вам обязательно пригодится, поэтому советую посмотреть его полностью. Перед началом сразу же отмечу необходимость сохранения изменений вручную. Для этого нужно нажать на значок дискеты. Он расположен вот здесь. Автоматического сохранения, как, к примеру, в Word у программы нет, поэтому рекомендую пользоваться сохранением почаще. Итак, поехали. У меня есть две версии программы. На ноутбуке установлена портативная версия. На ней и буду показывать. В первую очередь рассмотрим палитру. Палитра расположена слева, вот здесь. Это один из основных инструментов, где показываются выбранные нами цвета. Если нажать на цвет, то сверху над палитрой будет показан номер, которому он соответствует, и символ. Цвета в палитру можно добавлять. Для этого нужно кликнуть на свободную ячейку и в открывшемся окне выбрать нужный цвет. Если какой-то цвет в палитре вам не нужен, вы можете его убрать. Для этого в верхней части программы нужно нажать на функцию «Палитра», а потом выбрать функцию «Удалить текущий цвет». К примеру, вот этот цвет нам не нужен. Готово, его больше нет. Также цвета в палитре можно заменять один на другой. Для этого нужно нажать на цвет, который нужно заменить, и выбрать нужный. Например, мы посчитали, что этот нам не нужен цвет. Нажимаем, выбираем, обновляем и ОК. Во время работы над схемой вам может понадобиться подсветить цвет. Для этого вы нажимаете на цвет, который нужно подсветить, а потом правой кнопкой мыши выбираете «Подсветить текущий цвет». Цвета подсветки для удобства можно менять. Для этого выбираете настройку подсветки и выбираете тот, который вам нужен. Если нужно убрать подсветку, просто снова нажимаете правой кнопкой мыши на нужном цвете и убираете галочку «Подсветить текущий цвет». Если вам нужно, чтобы нужный цвет не подсвечивался, а мигал, выбираете мигание цвета. Но мигание я использую очень редко. Не знаю, пригодится оно вам или нет. Вот оно. Еще одна функция палитры – это установление количества сложений нитей. Сейчас нарисую бэкстич этим же цветом для примера. Например, вам нужно, чтобы полный крест был в 2 нити, а бэкстич в 3. Для этого вы нажимаете на цвет, выбираете «Установить нити» и указываете, сколько сложений вам нужно. Изменяю масштаб, нажимая на лупу, чтобы изменения проявились. И вот. Если после установки сложений вам понадобится их изменить, также нажимаете на «Установить нити» и меняете. Бэкстич я пока уберу, он мне не нужен. Еще одна функция в палитре, которая вам понадобится при работе над схемами, это Blend. Если вы ни разу не пользовались блендами, поясню.
Это смешанные цвета. Их использую для создания более плавных переходов между цветами. Чтобы сделать бленд, вы нажимаете на палитру, выбираете «Смешать текущий цвет», а затем нужные цвета. Программа дает возможность смешать 2 или 3 цвета. Покажу на примере. К примеру, у нас есть 973 и 972. Чтобы сделать переход более плавным, смешиваем их в свободном окне. Вот что у нас получилось. Еще две важные функции в палитре. Это удаление дубликатов и удаление неиспользуемых цветов. В основном эти функции используются, когда схема уже готова, чтобы избежать попадания в схему лишних и одинаковых цветов и не запутаться. Например, когда мы разрабатывали схему, мы использовали вот эти цвета, к примеру, вот этот и какой-нибудь вот этот. Другие цвета нам не нужны. Мы выбираем палитру, выбираем удалить неиспользуемые цвета, и у нас остались только нужные. Таким же образом и с дубликатами. Например, при разработке схемы мы случайно несколько раз выбрали один и тот же цвет. Ну, к примеру, 761. Выбираем палитру, выбираем удалить дубликаты. И у нас остался только один 761. Готово, повторяющихся цветов у нас нет. Еще функция, которая вам понадобится, это включить-выключить цвета. Она обычно используется на последнем этапе, когда нужно посмотреть, где находится тот или иной цвет. Например, когда вы не можете его найти. Нажимаете на палитра, затем включить-выключить цвета и оставляете крестики на одном или нескольких нужных. Сейчас покажу. Первый цвет — это цвет канвы. К примеру, хотим оставить, тот же вот розовый, к примеру. Включаем по аналогии. Возвращаем крестики на место. Еще в палитре есть функция «Заменить символы». Ее использую на последнем этапе работы, когда нужно улучшить читаемость схемы. Сейчас переведу в символы. Например, мне не нравится, что вот этот и этот символы стоят рядом. Я считаю, что читаемость схемы от этого ухудшается. Я выбираю палитру, выбираю «Заменить символы» и меняю, к примеру, вот этот символ вот на этот. Готово. К символам мы еще вернемся, как, впрочем, и к другим функциям, уже непосредственно при работе над схемой. В завершении рассмотрения функции палитры рассмотрим возможность загрузки новой палитры и замены существующей. Чтобы загрузить новую палитру, выбираете «Цветовая схема» и «Загрузить палитру». Чтобы заменить палитру, выбираете «Изменить палитру» и смотрите в списке, какая вам нужна, например, гамма.
После того, как выбрали, нажимаете ОК, и у вас переводится все в гамму. Здесь отмечу, что цвета меняются на похожие, но они в любом случае не полностью идентичны, поэтому менять палитру лучше на первоначальном этапе до того, как вы начали работать над схемой. Так, по палитре еще у вас могут возникнуть вопросы касаемо вот этих кнопок. Сейчас я покажу. Если вы выберете этот вариант, то он будет отображать исключительно символы. Если вы выберете вот этот вариант, он будет отображать цветные блоки. В основном в этом виде палитра используется. Если вы выберете этот вариант, он будет отображать цветные символы. А если вот этот, то цветные блоки черно-белыми символами. Так, еще один момент. По номеру цвета. Я забыла сказать. Номер цвета отображается вверху. Также он дублируется вместе с названием внизу. Вот здесь вот он дублируется, наводите на цвет. Если говорить о блендах, у нас вот это бленд 972 плюс 973. Наверху бленды не отображаются. То есть, чтобы посмотреть, вам нужно глянуть вниз, в нижний угол. По цветам это RGB значение цветов. То есть выбираете этот и видите его характеристики. Это основные функции палитры, которые вам понадобятся для создания схем. Остальными вы, скорее всего, пользоваться не будете. Но если у вас остались какие-то вопросы по палитре, вы можете задать их. Сейчас предлагаю перейти к узорам. Они расположены вот здесь. Они разные. Можете выбрать любой. Но узорами я пользуюсь редко, потому что из-за них подвисает программа. Плюс ко всему, удалять их достаточно сложно, тоже начинает все виснуть. И работать лично мне некомфортно. Сейчас удалю то, что мы уже сделали, чтобы освободить. Рабочая область. Как вы уже поняли, это рабочая область, где мы непосредственно создаем схему. Ее масштаб можно менять. Для этого в верхнем углу выбираем функцию масштаб и нажимаем на нужный. Еще поменять масштаб можно кнопками лупа. Это то же самое. Так вот они. Еще есть мини-вариант рабочей области. Он располагается вот здесь. На нем появляется все то же, что и на основной рабочей области. При необходимости ползунок можно передвигать, чтобы оказаться на нужной части рабочей области. Под мини-вариантом еще есть окно с координатами, но, как по мне, это абсолютно бесполезная функция, она так для сведения. Внизу рабочей области показываются вкладки, которые открыты. У меня открыта одна вкладка, их может быть несколько. Вид и цвет рабочей области тоже можно менять. Для этого заходим во вкладку Canva и выбираем тот вариант, который нам подходит лучше всего. То есть Аида это Canva. У меня стоит кремовый, можно заменить, к примеру, на коричневый или на рождественский
красный. Кроме канвы можно выбрать гобелен, пластик, сетку, ковер. Лично я работаю на кремовой канве. Так не устают глаза. А когда схема уже готова, можно выбрать другую, более подходящую. Гобелен, пластик и ковер я вообще ни разу не использовала. Так, а сетку? И нет, то есть отсутствие фона. Очень удобно использовать при работе с картинкой-исходником. Когда вы прорисовываете бэк, когда вы подбираете цвета. Также канву, счетную ткань, сетку и без сетки можно выбрать при помощи этих кнопок. Но в этом случае выбрать цвет не получится, поэтому вот этими мини-вариантами я не пользуюсь. Фоновое изображение. Эту функцию мы более подробно рассмотрим, когда будем работать над схемой. А пока скажу, что она нужна для загрузки изображения исходника для работы над созданием схемы. То есть вам нужно загрузить исходник, картинку. Нажимаете «Загрузить» и выбираете нужную. Еще одна функция канвы – это возможность выбрать цветовые отверстия. Для этого мы выбираем функцию «Цвет отверстия канвы» и смотрим, с каким вариантом нам удобнее всего работать. Верну канву. Мне удобнее работать с первым обычным вариантом, но если вам удобнее работать, к примеру, в таком ключе, вы можете выбрать его. Перейдем к функции «Файл». Меню «Файл» находится в самом левом верхнем углу. Он включает несколько функций. Это «Создать». Функция используется для создания новой схемы по умолчанию или существующей палитрой. Открыть. Вы можете открыть схему, с которой работали ранее. Закрыть схему. Ну, тут понятно, если нужно закрыть схему, выбирайте эту функцию. Закрыть все. Она используется для закрытия всех вкладок. Обозреватель схем. Если выбрать его, то будет открыта папка, куда схемы сохраняются по умолчанию. Сохранить. Это то же самое, что и значок дискеты, расположенный вот здесь. Название говорит само за себя, используется для сохранения. Сохранить как? Если вы хотите сохранить копию под определенным именем, выбирайте эту функцию. Во время работы над схемой я периодически пользуюсь этой функцией. В результате у меня получается несколько файлов с разными этапами создания схемы. Но это очень удобно, если какой-то вариант потеряется, случайно удалится, у вас в любом случае останется материал для работы. Сохранить все. Это для сохранения всех вкладок, если у вас их несколько открыто. Следующая функция – это импорт. Она используется для создания прогонов. Я ей не пользуюсь, но как ей пользоваться я покажу на 4-м уроке. Может быть, некоторым она понадобится. Следующая функция – это экспорт. Она используется для вывода в графику уже готовой схемы. С ней более подробнее ознакомимся позднее. Печать. Используется для печати уже готовой схемы. Этой функцией я не пользуюсь. Мне удобнее работать через экспорт. Настройка печати. Эта функция позволяет напечатать органайзер и поместить в него мулине. Если боитесь запутаться в нитках, отличный вариант. Сейчас покажу на примере.
примеру, вы использовали вот этот цвет, ну и, например, вот этот. Настройка печати и экспорт. Вот такого вида у нас получится органайзер. Для удобства можете поправить настройки, как вам нужно. Вывод фото используется для скриншота того, что находится на рабочей области. Выбираете нужный масштаб, ну, к примеру, 1200 или 800. Вот у меня как раз 800 стоит. Выбираете вывод фото, файл и ОК. Здесь важно учесть, что скриншот делается всей рабочей области. А чтобы сохранить нужную область, нужно обрезать канву до нужных размеров. Например, мы сделали схему. Выбираем цвет отверстия канвы, тень канвы, чтобы смотрелось более эстетично. Потом канва. Увеличиваем, уменьшаем размер. Выбираем дополнительный бордюр. Потому что если мы не выберем бордюр, то она у нас обрежется ровно по крестикам. И используем область. И ОК. После того, как вы обрезали канву, вы можете сделать скриншот. Еще раз напоминаю, файл, вывод фото и файл. Вот что у нас получилось. Еще можно скопировать в буфер обмена, вывести на весь экран и сделать скриншот вручную или вывести на принтер. Но этими функциями я не пользуюсь, пока не пригодились. Язык. Ну тут все понятно. Вы можете выбрать любой из предложенных, показать в рамке. Тут тоже просто. Программа покажет, что у вас получится в рамке. Рамку можно выбирать, но я этой функцией не пользуюсь. Мне предложенные рамки не нравятся. На уроке, когда мы будем оформлять готовую схему, я покажу альтернативный вариант. Он смотрится более красиво. Вот такой вариант у нас получился. Можно выбрать другой. Немного еще подвисает. Вот, подождать. Вот так. Закрываем. Недавние файлы. Эта функция показывает файлы, которые вы открывали недавно через программу. Ну и функция выход. Это выход из программы. Еще раз напоминаю про необходимость сохранения. Под меню «Файл» находятся дублирующие кнопки «Создать», «Открыть», «Сохранить» и «Печать». Если хотите, можете пользоваться ими. Это то же самое. Еще здесь есть экспорт в формат машинной вышивки. Он здесь. Ему я посвящу отдельный урок. Следующая функция — это масштаб. Ну, масштаб мы с вами рассмотрели. Можете выбирать из предложенных, например, 1000%. Или указать свой, если вам удобнее.